Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, это канал о ремонте и отделке. Итак, это завершающая серия по этому санузлу. И в этом ролике я покажу, как силиконить шов скрытого люка просто и быстро. Приятного вам просмотра! Итак, в предыдущих роликах, чтобы не было лишних вопросов, я обезжирил все примыкания и углы, а также люк по всему периметру. Особое внимание уделил самому люку. Почему? Узнаете далее. При сборке люка я просто сделал подкладки из 2 мм пластин. Теперь после полной сборки я их приклеил на двухкомпонентный клей. Для того, чтобы по низу плитки на самом люке силикон приклеился качественно. Но естественно сделал деформационный шов по всему периметру стеновой плитки к напольной. Кстати, если вы еще не видели предыдущие серии, то ссылку оставлю в описании. По полу заполнил шов силиконом коричневого цвета. Так и сформировал шов с помощью мыльной воды и резинового шпателя. Шов 6 мм. Да, в одном месте возникли трудности. Там, где канализационная труба. Но выход есть всегда. Обрезал шпатель пополам и все получилось. Затем убрал излишки. После полного застывания силикона по полу приступил к формированию шва по периметру люка. Но в итоге я пока еще не прорезал шов, оставил на потом, чтобы потом сделать все и сразу. Цвет силикона такой же, как и у затирки. Это так, чтобы заказчик его не нашел. А впервые увидел всю проделанную работу. Как вы думаете, он его нашел? Ответить можете в комментариях. Носик для силикона я не менял, оставил так же, как и наносил силикон по углам. Принцип такой же. Заполняю шов силиконом приблизительно на толщину плитки, не больше. Чем меньше прерываний по заполнению, тем лучше. А если прервались, то нужно быть уверенным, что после разрыва в этом месте также заполнили хорошо, а не просто поверхностно. В этом случае выручает автоматический пистолет. Как я уже говорил, это скорость нанесения и равномерность. Есть регулировка оборотов и подсветка. Таким пистолетом очень удобно заполнять швы в больших объемах. Кстати, можете посмотреть. Ссылку оставлю в верхнем правом углу. После полного заполнения швов герметиком смачиваем мыльной водой и убираем излишки резиновым шпателем, предварительно смочив его тоже мыльной водой. Сначала формирую шов до самого конца и не обращаю внимания на излишки силикона, которые остались по краям. Теперь можно убрать лишнее. Как правило, на поверхность смоченную мыльной водой силикон не прилипает и не оставляет пятен и убирается без проблем. Все готово. После полного застывания силикона беру малярный нож. Обязательно с новым лезвием. Тупым лезвием ничего не получится. Прорезать начинаю от угла. Прорезаю таким образом, чтобы силикон остался на люке. Чтобы шов получился ровным и аккуратным, то лезвие максимально прижимаю к плитке и прорезаю без прерываний. С верхнего угла начал, снизу закончил. Как с одной стороны, так и с другой. Отломил часть затупившегося лезвия и приступил порезать вверх. Но внизу я, конечно же, помучился. Не везде, а именно где канализационная труба. Начал от нее, а за ней прорезал кусочком лезвия. Итак, самый ответственный момент – пробное открывание. Тут не нужно сильно бояться. В некоторых случаях легко открывается, в некоторых тяжелее. А тяжелее в том случае, если есть недопрорезанный силикон.
В моем случае открывается легко. Самое главное это заполнить шов на толщину плитки, но не более. Все открывается и закрывается без проблем. Ну и вот такой скрытый люк на магнитах получаем. Силиконовый шов ничем не отличается от швов, заполненный цементной затиркой. Разве что есть небольшой блеск. Но это не мешает тому, что его тяжело найти. Особенно если не знаешь, где он. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то обязательно ставьте лайки. Делитесь этим роликом с друзьями. Пишите комментарии. Скоро увидимся.